Нет решения для тех, кто нетерпелив и ищет легких путей. Если человек когда-то научился получать кайф от того, что он творит, то он никогда не сможет отказаться от этого, не разрушив при этом свою личность. Творчество – это единственный вид деятельности, который может приносить новые ощущения вне зависимости от возраста, состояния здоровья и условий. Даже если человека лишить всего – зрения, слуха, движения, голоса, то есть оставить наедине со своим разумом, то и тогда он способен заниматься творчеством. Более того, творчество – это единственный вид активности, который не требует ничего, кроме разума. Творчество – это процесс поиска вопросов и ответов, процесс созидания реальности, процесс поиска новых связей, которые мы ощущаем как понимание. Акт просветления дает такое мощное блаженство, что его невозможно ничем заменить. Наслаждение от просветления доступно даже самому тупому, самому невежественному, неважно, с чем оно связано. Ибо просветление – это открытие канала в будущее, к большим возможностям. Пусть у каждого возможности свои, но язык будущего, язык обещания, предвкушения, язык просветления понимает любой человек в любом состоянии. Поэтому мы не можем сказать «прекрати заниматься получением самого большого наслаждения в жизни и начни продавать». Отвращение и страх продажи – это лишь поверхностный барьер, под которым стоит страх и гораздо большее недоумение. Любой творческий человек спрашивает себя: неужели для того, чтобы стать чуть богаче, я должен отказаться от самого интенсивного счастья и должен начать заниматься пустыми увертками или манипуляциями? Ну хорошо, я заработаю немного денег, но ради чего мне все это? Разве не для того, чтобы созидать? Да, я могу путешествовать, я могу потреблять больше и больше. Я могу обеспечить всем необходимым своих близких, но дальше что? Не наполнится ухо слышанным, а око виденным. Как же я могу закрыть эту зияющую пустоту внутри, если я не способен творить, созидать и делиться плодами рук своих с людьми? Злато и власть сладки, но слава слаще. Ибо что есть больше, чем признание людьми твоего творения, пусть даже они и не знают, кто Создатель? Более того, наблюдать то, как люди с удовольствием пользуются плодами рук твоих, и даже не открывать им себя, дает более тонкое наслаждение, чем если когда тебя награждают вниманием. И если ты открываешь себя, в этот момент ты как бы теряешь часть своей чистоты и купаешься в славе людской, но теряешь нечто более интимное. Однако скромность и тайна – это, конечно, высшее тщеславие. Люди живут в мире, полагая его своим домом, но только ты знаешь, что эту вселенную создал ты. Быть Богом среди людей, но оставаться человеком, уподобляться людям и не раскрывать себя – изысканное блюдо, которое могут себе позволить лишь единицы. Наблюдать, как критики и фанаты бьют себе лбы в спорах об авторстве и млеть от их невежества, понимая, что не позволишь себе раскрыть истину и лишить себя чистой радости анонимной славы. И тут возникает вопрос:
Если все же творчество неразрывно связано с потреблением его плодов людьми, как совместить потребность в творчестве и самореализации с одной стороны и необходимость привлекать внимание, строить аудиторию, вовлекать в поток своих смыслов, продавать и в конце концов монетизировать свою страсть? Этот вопрос, или точнее отсутствие внятного ответа, внятного подхода, является главным камнем преткновения для любых художников, писателей, поэтов, музыкантов, ученых и инженеров, учителей, всех, кто созидает больше, чем потребляет. Универсальный паттерн творчества равен паттерну хорошей игры, равен паттерну обучения и паттерну исследования. Каждый раз вы делаете то, что умеете и хорошо знаете, но плюс что-то новое, на новом уровне. И только тогда достигаете нового уровня в понимании и навыке. Каждая итерация, с одной стороны, требует от вас известного навыка, но также и дает новый вызов. Каждая новая ситуация частично содержит то, что вы уже знаете, но также и содержит существенную часть неопределенности. Каждая ситуация, которую надо решить, содержит риск и обещание. Поэтому каждая ситуация содержит угрозу, страх и обещание вознаграждения, отторгает и манит одновременно. Если вы не можете решить ситуацию, она оставляет чувство незавершенности и дискомфорта. Попытка найти решение превращается в компульсивный цикл, а когда мы достигаем решения, пусть и промежуточного, мы испытываем небывалый подъем вдохновения некоторое время. И вскоре мы уже хотим взять новую высоту, потому что погружение в этот цикл в конечном итоге создает сильную зависимость. А теперь давайте вспомним определение по-настоящему хорошего продукта. Хороший продукт не тот, который дает счастье, пока им пользуются. Хороший продукт порождает глубокое несчастье и боль, если мы перестаем им пользоваться. С глубокого детства нас подсадили на разные виды творчества в разных областях. В спорте, науке, искусстве, в бизнесе, в войне, наконец. Мы все наркоманы. Просто у всех наркотик разный, и мы никогда с него не слезем. А раз так, то стоит посмотреть на проблему с другой стороны. Давайте сделаем нашу зависимость от творчества нашим счастьем, а не нашим проклятием. Для этого достаточно сбалансировать себя. То есть то, что в Евангелии описывается концепцией, надо отдавать Богу Богову, а Кесарю Кесареву. Проблема в отсутствии баланса. Если мы слишком много отдаемся творчеству и игнорируем социальную и денежную составляющую, мы проваливаемся в нищету и депрессию, из нее вытекающую. Однако, если мы затыкаем рот своей мечте и начинаем интенсивно рубить капусту, то относительно быстро, конечно же, мы решаем свои финансовые проблемы, но сталкиваемся с жестким экзистенциональным кризисом. Оба результата очевидны. В каждом случае проблема есть следствие того, что мы прекратили делать важную составляющую нашей жизни. Проблема возникает не как следствие того, что мы делаем что-то неверно, а как следствие того, что мы прекратили делать то, что является сущностью нашей зависимости. В одном случае мы зависим от некоторого ожидаемого среднего уровня жизни, ибо мы ощущаем себя несчастными,
Даже не только от бедности, а когда мы сравниваем себя с другими. Во втором случае мы зависимы от творчества и попыток реализовать себя. Попыток, которые нам не удаются. Не хлебом единым жив человек. Это очевидно, как очевидно и то, что если без творчества человек деградирует, то и без хлеба он умирает. Периодически мне пытаются намекать на то, что не все люди имеют отношение к творчеству и созиданию. Во-первых, это не так, если рассматривать творчество в широком смысле, не связанном с искусством. Более того, творчество, как вид деятельности, гораздо более разнообразно, чем искусство. Да если уж на то пошло, то и понятие искусства значительно более широко, чем то, как это традиционно понимается. Мы будем понимать искусство как любую деятельность, направленную на созидание, поиск решения, улучшения, будь то живопись, гастрономия, переговоры, хождение под парусом, езда на мотоцикле или дойка коров. Любая деятельность становится искусством и содержит в себе безусловное творчество, если каждый раз мы, с одной стороны, делаем то, что умеем и хорошо знаем, но при этом на каждом новом уровне пытаемся создать нечто новое, уникальное, на новом уровне качества. И достигаем более высокого уровня в понимании и навыке того, что мы делаем. Почему это настолько важно осознавать? Почему такое понимание творчества снимает с нас бизнес-паралич и открывает простор для действия? Напомню, мы занимаемся творчеством только потому, что через творческий поиск получаем огромное количество дофамина и серотонина. Если человек когда-то научился получать кайф от того, что он творит, то он никогда не сможет отказаться от этого, не разрушив свою личность. Творчество – это единственный вид деятельности, который может приносить новые ощущения, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и условий. Это значит, что мы способны получать кайф и зарабатывать деньги от любого вида деятельности, если превращаем ее в искусство, то есть не просто создаем некий отвлеченный продукт и делаем то, что умеем и хорошо знаем, но каждый раз пытаемся создать нечто новое, уникальное на новом уровне качества и достигаем более высокого уровня в понимании и навыке того, что мы делаем. Такой подход дает две выгоды. Во-первых, он дает нам так необходимое нам творческое удовлетворение. А во-вторых, он дает уникальность. Здесь проходит тонкая грань между искусством и ремеслом. Ибо последнее позволяет воспроизводить, бесконечно копирует известный образец. В то время как искусство каждый раз создает нечто новое, уникальное и неповторимое. Будь то вещь, услуга или опыт. И здесь же сокрыт секрет успеха и богатства. Когда мастер возвышается, а ремесленник только выживает. Причина такого разного положения в том, что у ремесленника покупают вещь, в которой личность ремесленника не нужна, а требуется только функциональность. Но когда приходит к мастеру, то покупают уникальность, неповторимость, опыт, авторский стиль в первую очередь и функциональность во вторую. Хотя, конечно, истинное мастерство способно содержать гармонию, авторство, эстетики и смертельную эффективность, как если, допустим, мы говорим о создании уникальных мечей. Таким образом, как же заниматься любимым делом и достигнуть финансового благополучия? Ответ в том, что для этого надо создавать уникальность, нечто незаменимое. То, что можно считать брендом, когда покупает специально то, что вышло из ваших рук или пера. Это, разумеется, недостаточно, хотя и необходимо. А вторая часть – это есть способность продавать.
При этом создание уникальности способствует продажам, потому что вы осознаете, что не пытаетесь впарить подделку или подражание, а продаете нечто, несущее в себе черты неподдельности. Короткий вывод. Первое. Ищи то, в чем ты уникален, пусть не сразу, но постепенно, и никто не сможет тебя подделать. Второе. Большинство, когда начинают размышлять о бизнесе, начинают с того, что они умеют, но не осознают, что то, что они умеют, и то, чем они доставляют радость, то, что может быть уникальным, не всегда одно и то же. Многие думают так. На рынке все оказывают услугу. И я буду так же. Потому что данная услуга имеет спрос. Это ничего, что есть конкуренция. Главное, есть спрос и деньги. Разумеется, вопрос не в конкурентном рынке, а в том, что и как вы предлагаете. На вершине стоят те, кто научился предоставлять стандартную услугу нестандартным способом, плюс имеет инновацию, которую невозможно или критически трудно подделать. К примеру, при оценке стартапов есть пункт, который так и называется «нечестное преимущество». Нечто, что никто не может получить и использовать, кроме вас. Третье. Создание уникальности трудно, требует времени, терпения и большого числа попыток. И это очень хорошо, потому что это никого не устраивает. В своей жадности и нетерпеливости мы отказываемся от возможности создания надежного фундамента и ищем легких путей. Но поскольку легких путей не существует, мы ищем лишь то, что кажется легким. Или, что бывает чаще всего, нечто, что выдают за легкое. Поэтому толпа идет в едином направлении, пытаясь сделать одно и то же, примерно одинаково среднего качества, и никогда не может преодолеть ценовое ограничение. Когда мы продаем стандартный товар, commodities, цена не зависит от нас, а только от рынка. Да, если у вас хорошо подвешен язык, вы можете какое-то время продавать дороже, но с каждым разом это становится все труднее и труднее. Нет решения для тех, кто нетерпелив и ищет легких путей.